Друзья, всем привет, на связи как всегда Cloud Geo. Сегодня мы поговорим о проекте Zendodo и грядущем обновлении, в котором появятся миссии, и мы сможем с вами в них участвовать, тем самым зарабатывая токен этого проекта. Об этой игре уже было у меня видео на канале около 4 месяцев назад, ссылка на него будет находиться в описании к этому ролику, посмотрите, пожалуйста. И на тот момент у проекта были определенные проблемы, с которым разработчики пытались как-то бороться, и сейчас они выпускают наконец-таки обновление, и я считаю очень важным поговорить про него и обсудить, изменится ли что-то в этом проекте или все останется на том же уровне. Также перед началом этого видео хочу порекомендовать вам свой телеграм-канал, в котором я даю более детальную аналитику по поводу NFT проектов. Я рассказываю здесь, какие NFT я покупаю, какие продаю, в какие проекты я захожу, как я зарабатываю на этой сфере деньги и многое другое. Если вам все это интересно, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, он абсолютно бесплатный, здесь нету никаких закрытых випок или чего-то такого, вот за что я бы взял с вас деньги. Тут все бесплатно, здесь просто мои мысли по поводу каждого проекта, который мне интересен. Ссылка на мой телеграм-канал будет находиться в описании к этому ролику. Начнем с классической информации по поводу этого проекта. Он располагается на сети VAX и маркетплейсе Atomic Hub и имеет оранжевую галочку. Это означает, что он прошел максимальную верификацию, то есть он подтвердил свой юридический адрес, он подтвердил лицо, которое юридически оформлено за этим проектом, то есть вероятность скама здесь намного ниже. Но это не означает, что здесь будет большая прибыль, об этом я очень много раз вам говорил на своих стримах. Также стоит заметить, что объемы продаж здесь весьма небольшие, они, можно даже сказать, достаточно маленькие, с тем учетом, сколько существует этот проект. Но сейчас выходит обновление, я думаю, что многие зрители будут задавать вопросы, стоит ли сюда заходить, и я хочу вам высказать это мнение и сказать, что я думаю по этому поводу. Сайт у нас обычный, по факту он не изменился, здесь есть какие-то графические изменения, но в принципе все осталось то же самое. Кто не смотрел мое прошлое видео, посмотрите, и собственно из него вы сможете понять, какая проблема была у этой игры. Она заключалась в том, что мы не могли стабильно зарабатывать. Здесь заработок весь строился на том, что мы должны были попадать в какие-то рейтинги, все время что-то покупать, все время что-то крафтить для того, чтобы рассчитывать на какую-то награду. Теперь разработчики решили все это дело изменить и пойти другим путем. Они решили сделать миссии, в которые мы сможем посылать своих зендодосов и тем самым получать токен. Давайте об этом поговорим чуть подробнее. Итак, как мне кажется, разработчики вдохновились успехом проекта Sailor's World и решили сделать что-то похожее, только в другой обертке. Сейчас расскажу, в чем здесь суть. Значит, мы сможем с вами приобрести зендодосов на вторичном рынке Atomic Hub, либо вытащить их из паков и из различных дропов. Кстати, дроп будет уже завтра, 9 апреля, это специальный дроп, заточенный под это новое обновление. Так вот, мы покупаем зендодосов, отправляем их в экспедицию, тем самым получаем токены этого проекта. Но здесь будет корабль, и этот корабль, он представлен в виде NFT и является аналогом земель в проекте Sailor's World. Что это значит? Значит, вам нужно будет зендодоса посадить в этот корабль, чтобы этот корабль отвез вас к боссу, с которым вы будете уже драться. И все дело в том, что владелец этого корабля, он сможет выставлять комиссию от 5 до 20%, которая будет взиматься с игроков, которые садятся в его корабль. То есть все здесь очень похоже. То есть зендодосы — это у нас по факту корабли, а корабль — это по факту у нас земля. Еще раз напомню, что дроп будет 9 апреля, это завтра, и в этом дропе будет пак, из которого можно вытащить корабль. Там, по-моему, один пак, и в нем будет 2 корабля. Но о целесообразности покупки этого пака мы поговорим с вами чуть позднее, когда разберемся, что у нас здесь вообще еще есть. Значит, боссы, да, поговорим про боссов. Естественно, они тоже будут разной рарности, и вы видите, что у них фон отличается. Есть огненные боссы, есть ледяные боссы, и есть еще какие-то. Так вот, для того, чтобы усилить своих зендодосов и поднять их уровень, поднять их силу, чтобы вы могли рассчитывать на больший успех и большую награду, здесь также будет оружие. И здесь они по принципу камень, ножницы, бумага будут работать, да, то есть огонь бьет горы, горы бьют ветер, ветер бьют воду, вода бьет огонь. Ну, в общем, понятно, это что-то из Crypto Blades, да, у нас там тоже было такое, что оружие различной стихии, они бьют различных игроков намного сильнее, в зависимости от того, к какой стихии относится тот или иной враг.
Также по поводу кораблей хочу чуть более подробно остановиться, потому что здесь есть механики, которых я не видел в других проектах. Значит, во-первых, корабль, владелец корабля, он сам выбирает миссию, в которую он повезет всех остальных зендодосов, да, то есть вы выбираете босса, на которого вы будете нападать, это как я понял. Далее вы устанавливаете комиссию, за что получаете зенди от других игроков, это понятно. Зенди — это токен этого проекта. И здесь есть возможность установить секретный код, это значит, что вы сможете установить код и, допустим, разослать его своим друзьям, тем самым с вами в миссию полетят только те, кто будет знать этот код. Не знаю, насколько это актуально, как по мне кажется, это на самом деле немножко бессмысленно, потому что чем больше игроков у вас будет находиться в корабле, тем больше комиссий ты сможешь собрать с этих игроков. Но тут фишка в том, что, скорее всего, если вы бьете малым количеством игроков босса, то награды ваши будут выше. И именно поэтому они сделали код, чтобы, допустим, собираться гильдиями или собираться какими-то друзьями, у которых есть сильные зендодосы, и малым количеством игроков бить этих боссов, чтобы получать большие награды. И также здесь есть возможность установить минимальные требования к мощности того или иного зендодоса. К примеру, вы не хотите, чтобы с вами в корабле летели самые слабые зендодосы, и вы можете установить критерии мощности, которые будут отбирать игроков более сильных для того, чтобы вы могли рассчитывать на больший успех. Также здесь есть еще одна необычная механика, которая редко встречается в каких-либо NFT проектах. Когда вы прибываете к боссу, когда вы прилетаете на корабле своем, у вас будет возможность выбрать атаку. То есть мы видим, что здесь у нас нарисовано Single атак или Full Force атак. И в зависимости от того, какую атаку вы выберете, у вас будет расходоваться энергия вашего зендодоса. Чем больше у вас энергии, тем больше вы сможете провести атак, и тем она будет сильнее. То есть здесь есть какой-то вариант выбора, и возможно здесь даже будут какие-то стратегии под какого-то босса. Об этом мы узнаем, наверное, через какое-то время, когда уже большее количество игроков, если это большее количество игроков появится в этом проекте, будет участвовать в этих миссиях. При совершении атаки здесь также будет фактор рандома, будут брошены 3 кубика, и в зависимости от того, какие результаты в этих кубиках выпадут, здесь будет процентаж вашей атаки. Это тоже важно понимать, что здесь не только все будет зависеть от силы, но фактор везения тоже имеет роль. Ну и еще одна механика, ее мы уже часто встречаем в различных NFT проектах. По факту это просто аренда ваших зендодосов. Здесь написано короли и рыцари. Если вы являетесь королем, вы можете установить определенный процент комиссии, которая будет взиматься с игроков, которые пользуются вашими зендодосами. Здесь все расписано более подробно, я не вижу смысла заострять на этом внимание. Скажу, что это очень похоже на Axie Infinity и вот аренду именно аксиков. Здесь все написано, почитайте, я думаю, поймете. Останавливаться на этом особо не вижу смысла. Собственно, я взял зендодосов и решил их отправить в миссию для того, чтобы посмотреть, как это все дело работает. Посадил их на корабль, вроде как мы уже прилетели, и вот здесь есть кнопка Battle. Нажимаем на нее, и здесь у нас есть выбор атаки, которую мы можем провести. То есть это одиночная атака, которая требует одну энергию, или полностью атака, которая заберет у вас всю энергию. Здесь можно посмотреть, как другие игроки сражались, сколько энергии они потратили и какой урон они нанесли. Давайте, наверное, нажмем Full Force Attack для того, чтобы провести атаку по максимуму. Вот мы нажимаем, смотрим, что у нас здесь происходит. Вот такая вот гивочка. И тут у нас есть вот такой вот отчетик. То есть я нанес 5,6 дамага вот этим вот самым простым слоником, который стоит на рынке Atomic Hub сейчас, наверное, $2. То есть очень дешево. Вот он, Dice Boost, да, это кубики, которые нам выпали. Вот эти 3 кубика. И вот так вот у нас получилось. 10% это дополнительный дамаг, 3% дополнительный дамаг, и еще один кубик выпал на 0% дополнительного дамага. Сколько осталось у меня энергии, здесь написано. Я так понимаю, я могу провести еще одну атаку. Ну, вот так вот это выглядит. И тут нужно этого босса победить, после чего вам будут начислены награды. Кстати, нет, энергию я потратил все-таки всю. Вот так вот. Не знаю, ребят, я буду в телеграм-канале писать отчетики, как это все дело обстоит у меня и сколько здесь можно заработать, потому что пока это все дело непонятно. Токены проекта на самом деле находятся не на очень хорошем уровне, и повторюсь, что объемы продаж у этой игры также, не сильно впечатляют. Давайте теперь поговорим, насколько целесообразно участвовать в данный момент в этой игре, изменит ли что-то это обновление и стоит ли покупать эти паки уже завтра, 9 апреля.
Само по себе обновление достаточно хорошее, но проблема в том, что этот проект уже немножко застарел. И если бы изначально здесь были такие механики, когда только проект зарождался, то, скорее всего, его ждал бы успех, потому что сейчас мы видим, как другие проекты с такими механиками показывают отличный доход и отличный приток пользователей. Здесь у нас ситуация обстоит как раз таки наоборот, про проект уже многие забыли, и, скорее всего, это обновление не привлечет своего рода хайп, да, не привлечет новых пользователей в том количестве, в котором нам бы хотелось это все видеть, и, соответственно, доход здесь будет не очень большой, потому что просто токены по-прежнему не будут популярны в этом проекте, и их покупать особо смысла нету. Но с другой стороны, на моей истории были проекты, которые сначала были невзрачные, а потом с выходом обновления показывали хороший рост и действительно привлекали большую публику. Будет здесь это или нет, это покажет только время. По поводу покупки пака, ребят, я бы, наверное, все-таки придержал бы свои деньги сейчас и посмотрел, как будет развиваться проект после этого обновления. Ну вот, скажем, где-то, не знаю, 14-15 апреля, что произойдет за эти дни после продажи паков и как много людей сюда зайдет, как много людей будет этим всем интересоваться. Также я рекомендую вам отслеживать объем продаж, потому что по объему продаж мы сможем с вами определить, насколько проект стал интересен другим игрокам после выхода этого обновления. Если же вас все-таки заинтересовал этот проект и у вас прям лютая жажда в нем поучаствовать, то я бы рекомендовал вам покупать NFT со вторичного рынка Atomic Hub. Во-первых, они сейчас имеют достаточно маленькую цену, около 2-3 долларов, можно найти там каких-то адекватных зендодосов, это первое, и не покупать паки, потому что паки стоят по отношению того, что из них выпадает, достаточно дорого, легче просто купить несколько зендодосов, вот, которые вы выберете, нежели купить пак и вам выпадет оттуда какой-то рандомный зендодос, который будет стоить очень мало. Это важно понимать, и вот такая вот от меня рекомендация. Также я оставлю ссылочку в описании, здесь можно сейчас поучаствовать, как я вам уже говорил. Здесь будут различные награды, вы здесь можете выиграть и какую-то NFT, вот серебряный груз, да, один победитель, сезон 5 бейс зендода, розыгрыш тендеров 10 победителей. В общем, просто поучаствуйте, здесь нужно только ввести свой VAX кошелек, и возможно вам повезет, и вам пришлют какую-то NFT, вы вообще сможете зайти в этот проект бесплатно или после получения этой NFT продать ее на Atomic Hub и заработать просто, ну, ни с чего. Участвуйте, это всегда полезно, особенно когда с вас не просят каких-то денег. Когда я проведу несколько миссий в этом проекте, я поделюсь об этом информацией в своем телеграм-канале и скажу вообще, насколько целесообразно заходить в этот проект или он не стоит нашего внимания. Поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал, всегда там я даю намного больше аналитики, нежели на своем YouTube канале. Но и на YouTube канал не забудьте подписаться, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Если не понравилось, ставьте дизлайк, пишите хейтерский комментарий. На этом я буду с вами прощаться. Всем удачи, всем профита, всем пока.